Если вы считаете, что тюрьма или лагерь– это исправительное учреждение, то сегодня мы расскажем про места, где пытали, калечили, ставили опыты, но точно не пытались воспитать сознательных граждан. Ну а для самых крепких покажем тюрьму, где людей сшивали друг с другом, чтобы изучить тело близнецов. Смотрите до конца. Забор из колючей проволоки, по которой течет электрический ток. На воротах лозунг «Труд освобождает». Огромный ров и стена с 7 сторожевыми башнями. За ними кирпичные стены газовой камеры и крематория, и тысячи людей, которым уже ничего не поможет. Это одно из самых страшных мест, с которого хотелось бы начать, чтобы отдать дань людям, которые там остались навсегда. Невинным людям. Изначально лагерь создавался для немецких и австрийских политических заключенных. Постепенно туда стали сажать евреев. Во время Второй мировой войны в лагерь пригоняли узников со всех стран Европы. Французы, поляков, выходцев с Балкан, русских. Над заключенными проводились медицинские опыты по изучению воздействия на организм газов, давления, холода, токсических веществ. Их помещали в декомпрессионную камеру, заражали различными болезнями, чтобы потом опробовать на узниках разные лекарства и прививки. Зачастую без анестезии проводились хирургические эксперименты. Систему наказания, отработанную в Дахау, позже перенимали все другие нацистские концлагеря. Здесь проходили подготовку руководители и охранники остальных лагерей смерти. На тренировочном полигоне, где обучали солдат СС, в качестве живых мишеней использовались узники концлагеря. Дахау освободили американские солдаты 29 апреля 1945 года. Но для многих узников спасение пришло слишком поздно. По воспоминаниям заключенных, последние месяцы перед освобождением лагеря смерти были для них самыми тяжелыми. Ведь надзиратели отыгрывались на немощных людях за провал фашистской машины. Но если вы считаете, что немцы первыми придумали пытки и опыты, то, конечно, вы ошибаетесь. Дальше расскажем еще более жуткие примеры из более ранних времен человечества. Мамертинская темница – одно из старейших сооружений Рима, основанное задолго до Рождества Христова. Располагается она у подножия Капитолийского холма, рядом с форумом, под церковью Иосифа Обручника. Это сырое, темное помещение, навсегда освященное пребыванием заключенных святых Петра и Павла. Мамертинская тюрьма состоит из 2 этажей – верхнего и нижнего. Самым ужасным местом считался, конечно, нижний. Раньше там не было ни входа, ни света, а заключенных спускали через круглое отверстие, что есть между 2 этажами. Это были государственные преступники, осужденные на смерть, трупы которых сбрасывали в Тибр. С появлением христианства здесь стали гостить и мученики за веру. Так в течение нескольких месяцев перед казнью в темнице томились святые апостолы Петр и Павел. Но казнь была радостью для многих мучеников, ведь зачастую их сначала возили привязанными к колеснице по городу, потом, еле живых, возвращали на нижний этаж, и так повторялось, пока возвращать было некого. Пленников практически не кормили, избивали и пытали металлом, стараясь сломить силу воли. В Азии тоже легко разбирались с неугодными. Это сейчас Гонконг – свободная экономическая зона со свободами, которых нет в материковой части Китая. А раньше там тоже был тюремный беспредел. Один из самых охраняемых объектов Гонконга, который был построен в 1937 году и длительное время оставался самым востребованным местом для казни. Хотя он и располагался в достаточно элитном районе, за стенами этой тюрьмы творились страшные вещи. Лишь в 1990 году правительство приняло решение о закрытии. За первые 20 лет было казнено 122 преступника, и это только официально.
Кроме того, тюрьма стала частью лагеря интернированных, где были убиты 600 заключенных во время японской оккупации. Беженцы, пытавшиеся пересечь границу, также попадали в тюрьму. Число заключенных составляло около 3000 человек, что сильно превышает допустимый предел. Провизии, да и желания обеспечить эту переполненную тюрьму не было. Люди были вынуждены питаться крысами, которые считались лакомством среди заключенных. А про пытки водой даже рассказывать не стоит. А теперь предлагаем вернуться в старую добрую Англию, которая всегда славилась своей заботой о заключенных. Она существовала в Саусворке в Англии с XII века по 1780 год. Известна жуткими описаниями и хрониками. Говорят, что там творились просто невероятные вещи, и в каждой эпохе свои. Начиная от походов на плаху и заканчивая кострами для ведьм, а заодно и всех попавшихся под руку. Тогда легко определяли: рыжая и красивая значит костру быть. Название «клинк» произошло, как полагают, от звука захлопывающейся металлической двери или цепей, в которые заковывали заключенных, и лязга кандалов. Постепенно это слово стало обозначать в английском языке любую тюрьму или просто камеру. История тюрьмы богата скандалами. Условия в тюрьме Клинк были ужасающими. Узников пытали, били, мучили, наказывали за провинности и просто так. Были периоды, когда предприимчивые стражники просто хватали женщин, насиловали и продавали их заключенным, а потом освобождали, но только за выкуп. Тюрьму несколько раз пытались сжечь недовольные горожане, но удалось это только в 1776 году, во время мятежа лорда Гордона, и тогда уже восстанавливать ее не стали. В наши дни в музее частично воссозданы интерьеры с темными камерами, орудиями пыток и другими археологическими реликвиями, а посетителям рассказывают леденящие душу истории. А сейчас мы расскажем про совсем минималистичный вариант тюрьмы, практически как у Диогена, очень жестокий. Свои тюрьмы были и у кочевых народов, а сама их концепция была даже страшнее, чем классические подземелья или бетонные коробки. Зачем строить здания и делать охрану, если человека можно засунуть в ящик? Видимо, так и решили монголы, подсмотрев похожую пытку у своих китайских товарищей. Насколько можно судить сейчас, тюрьмы-ящики использовались для наказания политзаключенных или открытых бунтовщиков, и лишь иногда просто неблагонадежных граждан. Иными словами, такая пытка применялась не за уголовные преступления, а в качестве средства террора нелояльных элементов. При этом тюрьмы-ящики не обязательно предполагали казнь от голода или жажды. Бывало, что заключенного морили до полусмерти, а затем, запугав и унизив, отпускали. Хотя в некоторых случаях практиковалась именно казнь, причем изощренная. Осужденного продолжали кормить и поить, но настолько мало, что это лишь продлевало мучения и оттягивало неизбежную смерть. При этом его можно было транспортировать и выставлять как экспонат в назидание всем. Также были и свидетельства коллективных ящиков, когда десятки людей помещались в эти короба и ставились недалеко друг от друга. Это место лишения свободы приобрело свою печальную известность благодаря жестоким охранникам, проблемам с недоеданием, бесконтрольному переполнению, нашествиям крыс и нарушению прав человека. С этим тут особый пункт, ведь ООН обращала внимание на это место, но власти откровенно игнорируют все призывы. Заключенные часто умирают от хронических заболеваний, а также сбегают. Однако на это никто не обращает внимания. Они живут в постоянном страхе возможных пыток и длительного избиения, после которых иногда умирают. Поэтому быть убитым при побеге иногда даже лучшая альтернатива. А если вы считаете, что репутацию таких мест ничем не отмыть, то следующий пример специально для вас. Шикарный 5-звездочный отель известной сети Four Seasons.
Правда, разместился он в помещении бывшей тюрьмы, которая имела на своих воротах табличку с названием «Городская тюрьма убийств». Это государственное заведение проработало практически 50 лет, как конвейер по пыткам и политическим убийствам. Четырехэтажное здание, без комфортных номеров и со сторожевыми вышками, которые окружили весь двор. Главным образом, в тюрьме содержались творческие личности и диссиденты. Писатели, журналисты, художники, интеллектуалы-диссиденты, борцы с тогдашним режимом. Поэтому и отношение было соответствующее. Людей старались ломать самыми изощренными способами. Тюрьма простояла заброшенной с 1969 года, пока в начале 90-х из нее не собрали лакшери-отель. А что добру в элитном районе пропадать? Раньше сюда боялись попасть, а теперь не хотят уезжать. Ирония истории. А как насчет тюрьмы на острове без питьевой воды? До этого додумались власти ЮАР. Эта тюрьма максимально строгого режима имеет давнюю историю. На острове долго существовала проблема с питьевой водой, поэтому жить здесь было проблематично. Но ссылать сюда ненужных и провинившихся людей государству ничто не мешало. С 1846 по 1931 годы на острове действовала колония лепрозорий. Сюда же ссылались умалишенные и считавшиеся таковыми. Во время Второй мировой войны остров был укреплен фортами, а с середины 1960-х годов по 1991 год являлся государственной тюрьмой максимально строгого режима. Подавляющее большинство заключенных составляли чернокожие политзаключенные. В тюрьме поддерживался жесточайший режим. Гражданским лицам полностью был закрыт доступ на остров. С 1964 по 1982 здесь под номером 46664 содержался Нельсон Мандела, а в дальнейшем первый чернокожий президент ЮАР. Среди других известных узников Робинской тюрьмы такие борцы с апартеидом, как Уолтер Сисулу, Гован Мбеки, Роберт Сабукве. Как правило, политзеки содержались в ужасных условиях в одиночных камерах. Это было психологически невыносимо. По сути, такой эксперимент пыткой одиночеством. И этот опыт отлично перенимается и до сих пор, чтобы сломать волю практически любого человека. Прозванный израильский Гуантанамо является тайным лагерем для заключенных армии обороны Израиля, которые считаются заключенными высокого риска. Он расположен на севере Израиля, всего в часе езды от Тель-Авива. Существование тюрьмы оставалось тайной для общества вплоть до 2003 года. Возможно, из-за невероятно бесчеловечного обращения с заключенными. Люди, отсидевшие там срок, сообщали о сексуальном насилии, пытках, крошечных камерах без света, отсутствии проточной воды и долгих периодах одиночного заключения. Власти Израиля утверждают, что тюрьма не использовалась с 2006 года. Однако, учитывая то, сколько сил они вложили в то, чтобы держать эту тюрьму в секрете, ведь ее даже удаляли с Google карт в тот момент, когда она не функционировала. Тут нет никакой гарантии, что она останется закрытой. Кроме того, об этом даже никто не узнает. Сама местность абсолютно недоступна для журналистов и обычных зевак, а соответственно, рассказать, что там и как, никто не сможет. Заключенные оттуда тоже не возвращались. Выводы делайте сами. Тюрьма на острове Хоккайдо считается самой надежной за всю историю Японии. На протяжении почти 100 лет самых закоренелых преступников отправляли на занесенные снегами берега Охотского моря, куда зимний ураганный ветер прибивал дрейфующие сибирские льды. Приговор к заключению в Абасире практически означал смертную казнь, а мост, соединяющий территорию тюрьмы с внешним миром, стал последним рубежом на пути к небытию для многих отчаянных якудза. Несмотря на очень строгий режим, из тюрьмы совершались побеги. Самый известный был совершен в 1944 году Йоши Ширатори,
вором и рецидивистом с талантом Гудини, который прославился тем, что сбегал из всех тюрем, куда его заточали пожизненно или для ожидания смертной казни. Говорят, что он мог выкручивать свои суставы и способен был пролезть сквозь решетку с шириной отверстия в ладонь. Как бы то ни было, для побега из Абасирии ему нужны были нечеловеческие способности. Выбраться из наручников и камеры, а затем пробежать 120 километров за один день. Правда, потом его поймали. А вот еще один пример темного прошлого, про который многие забыли, хотя история этого здания будет страшнее многих современных тюрем. Тауэр снискал дурную славу как место чудовищных пыток и расправ над сотнями людей. Эта крепость является одной из основных достопримечательностей Лондона, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В разные годы здесь была крепость, дворец, хранилище королевских драгоценностей, арсенал, монетный двор, обсерватория, зверинец и, в конце концов, тюрьма. Тауэр, многократно отреставрированный и перестроенный, все равно производит сильнейшее впечатление, ведь со времени полного превращения в тюрьму в XVI веке здесь побывало множество известных исторических личностей, и мало кто вышел отсюда живым. На территории Тауэра были убиты король Генрих IV и малолетние принцы Эдуард V и Ричард. Обезглавлено 3 королевы. В подвалах погребено около 1500 тел. В Тауэре был казнен Гай Фокс, пытавшийся во время порохового заговора взорвать здание парламента и короля, а также мореплаватель и поэт Уолтер Рейли. Обитель пыток, тяжелейшие условия для выживания и сотни смертей людей, которых трудно назвать преступниками. А теперь про самое страшное место, которое вполне может посоревноваться в жестокости со всеми лагерями фашистской Германии вместе взятыми. Наверное, это самое страшное место, которое есть в нашем списке. Тут вообще не было цели научить или оградить преступника или неугодного человека. Нет, отряд 100 и 731 создали с одной целью – разработка и тестирование биологического оружия, а также анализ возможностей человеческого тела в различных ситуациях. Некоторые военные врачи отряда получили беспрецедентный опыт, к примеру, вскрытие живого человека. Живое вскрытие состояло в том, что у подопытных под наркозом или под местной анестезией постепенно извлекали все жизненно важные органы, один за другим, начиная с брюшины и грудной клетки и заканчивая головным мозгом. Еще живые органы, называемые препаратами, уходили на дальнейшие исследования в разные отделы отряда, где их подвергали другим нагрузкам. Если заключенный, несмотря на заражение его смертоносными бактериями, выздоравливал, то это не спасало его от повторных опытов, которые продолжались до тех пор, пока не наступала смерть. Опытные образцы никогда не покидали лаборатории живыми. Людей сшивали между собой, пытаясь давать один набор органов на двоих, чтобы посмотреть, а что в итоге будет. Все это делалось с полной отрешенностью и японским трудолюбием. Через эти места прошли тысячи китайцев. Точнее, не прошли, а там же и остались. Как вы можете понять, современные тюрьмы – это еще те курорты по сравнению с тем, что было в разные времена с людьми. Но, к сожалению, неизменно одно – всегда больше доставалось не убийцам и насильникам, а просто обычным людям, политзаключенным и неугодным деятелям. Грустно, но спасибо за просмотр.